Привет, мои дорогие! Давно не виделись. Смотрите, я нашла в шкафу своем бездонном вот эти заготовки. Это я пробовала вышивальный модуль к своей швейной машине. Вот все заготовки были продублированы флизелином. Вот здесь еще пустые полосы. Видимо, хотела делать какую-то сумку. Все это лежало года 3-4, не меньше. Но в данный момент мне нужна емкость для хранения картофеля на кухне. Поэтому буду использовать эти заготовки. Я начну шить, а фоном расскажу, где я была. Кому не интересно слушать, просто выключите звук. Все чаще поступают вопросы от подписчиков и постоянных зрителей, куда я пропала, что со мной случилось. Дорогие мои, кто не знает, я вышла на работу после долгого перерыва, во время которого активно занималась съемками роликов. Сейчас времени остается мало, и отдыхать хочется, ну и спать надо ложиться хотя бы в 12, а не в 3 ночи, как я люблю. Потом настало лето, отпуска, еще у меня школьник растет, а это и каникулы, и начало нового учебного года, как вы понимаете. А сейчас и грибы пошли, моя вторая страсть. Даже не сами грибы, как еда, меня привлекают, сколько побродить несколько часов в полном одиночестве в лесу, наслаждаясь звуками и запахами леса. В нашей семье я единственный гриболов и грибоед, поэтому большую часть я раздаю друзьям и знакомым. Отсутствие маникюра тоже объясняется грибным сезоном. Ну, извиняйте, смысла нет, завтра опять в лес. Чем же я занимала свои руки случайно свободными вечерами? Во-первых, я шила себе кое-какие обновки, в основном футболки с цельнокроенным рукавом, то есть из двух деталей, полочки и спинки. И прогулочные штанишки тоже абсолютно простые, на резинке. Потом занималась натуральной кожей, сшила несколько своих геометрических сумочек, очешники, пару кошельков, кожаные сидушки на стулья. Потом на меня напало макраме. Я наплела и развесила по дому кашпо с цветами, корзинки всевозможные. Теперь хочу сплести подвесное кресло-шатер на балкон. Знаю, что работа эта не быстрая, кропотливая, поэтому собираюсь духом. Плюс какие-то небольшие заказы на переделку и пошив одежды выполняла. И все это, конечно, под хорошие фильмы. Вот, собственно, так и живу. Хочу сказать, что сейчас я нашла оптимальный баланс между работой, семьей, творчеством и наслаждаюсь этим состоянием. Чего и вам от всего сердца, дорогие мои, желаю. Закончила я заниматься украшательством. Строчки мои декоративные, цветочки, листики были продиктованы уже имеющимися бабочками. Вы, конечно, можете проложить другие строчки декоративные, которые есть в вашей машинке. У меня получилось две идентичные детали. Как видно, это боковушки. И вот это вот передняя стенка. Это будет задняя, которая разных цветов. Сейчас я стачаю вот здесь вот по этим срезам и покажу, что дальше.
Дно втачено. Теперь нужно обработать эти срезы. Можно обработать косой бейкой, но я тратить материал ценный не буду. Просто обметаю зигзагом на машинке. Думаю, картошка моя, которая здесь хранится, будет, не обидеться на это. Смотрите, какая вещица получилась. Обтачку я здесь по кругу прихватила несколькими стежками ручными, чтобы она не отгибалась. Как вы поняли, внутренние карманы нужны были для того, чтобы картон можно было вынуть и постирать изделие. Ручки больше декоративные, тем не менее пришиты очень крепко. Теперь вместо мешков, которые расползаются по кухне, у меня есть отличный короб для картофеля. Размеры я не называла, так как вы можете сделать подобное по своим размерам. Я лишь показала идею и принцип. Берите свои материалы, добавляйте фантазию, делайте уникальные вещи. На этом я буду прощаться. Если у вас есть интересные идеи, но вы не знаете, как их воплотить, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь моими видео. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!